Сразу всем скажу, что микробиом — это в комплексе микрофлора всего тела, то есть это и бактерии, и вирусы, и прокариоты, и кто там еще, грибы, вот, и все они живут у нас в содружестве. Очень много информации сейчас про то, как кишечник влияет на мозг, книги в любом книжном магазине, и даже что кишечник влияет на наше настроение и на качество кожи. Ну вот незадача, об этом очень мало информации, но каким образом микрофлора может влиять на способность девушек беременеть? Так, я чуть-чуть издалека. Ладно, Да, начну. хорошо. Значит, да, вот вы правильно сказали, конечно, что это как бы это очень интересная тема, да, фактически не имеющая вообще там конца, но по этой теме очень мало информации. И мне кажется, что Так, я сейчас успокоюсь, нервничаю очень. Вот. И мне кажется, что самая большая проблема — это то, что, во-первых, до России доходит информация с большим опозданием, то есть Да. по микробиому есть много исследований не на русском языке. Но как бы вот я как, так скажем, бывший, да, ученый, я понимаю, почему так происходит, как бы Мгм. в России такой есть замкнутый круг, там не хватает финансирования в ответ на это, не все хотят там заниматься наукой, то есть, ну, в общем, есть определенное количество проблем. Там, в Штатах, в Европе просто другое идет финансирование науки, Мгм. частное финансирование. То есть, например, да, какой-нибудь человек, который имеет свои там, частные инвестиции, у него, допустим, заболел живот, да, и он Мгм. находит какую-то лабораторию, ее финансирует, и они выясняют этот вопрос, и потом они печатают статью, и весь мир об этом узнает на примере вот этого товарища. Вот. И еще есть одна проблема, что ну, это ни в коем случае не камень в огород врачей, но как бы врачи настроены на лечение, да, это вот как бы ваша специальность, вы лечите, вот. Но очень мало, вот сейчас появляются как раз специалисты, вот специалисты там по питанию, нутрициологи, диетологи, не врачи, которые Мгм. настроены на профилактику, то есть они как бы уговаривают, да, здоровых людей вести определенный образ жизни для того, чтобы у них не было вот этих заболеваний. И вот эта проблема микробиома, она в первую очередь она про профилактику. То есть как сделать так, чтобы мы вообще не почувствовали, что у нас какие-то есть проблемы с нашим микробиомом. Этот микробиом, он, да, мы можем говорить, что микробиом — это вообще все ну, так сказать, нечеловеческие клетки, да, организма, то есть это и кожа, и ротовая полость, и весь ЖКТ, и мочеполовая система. Но также мы можем рассматривать и микробиом каждого отдельного органа, и каждой отдельной системы тоже можем сказать, что вот это микробиом, допустим, там, мочеполовой системы. Дальше. Значит, по поводу, да, беременности. Есть очень много исследований, ну, определенное количество, больше, чем там в других местах. Это исследование микробиоты беременных женщин. Мгм. То есть это ну, достаточно легко сделать. Микробиота ротовой полости, да, отбирается на разных этапах, там можно там, на каждую неделю беременности отбирать эти пробы, высевать, смотреть, что изменилось. И вот есть исследования, которые доказывают, что вот прямо с первого триместра у беременной женщины начинает расти в ротовой полости, увеличиваться количество видов бактерий. Но как бы хорошо это или плохо, это большой вопрос, и еще не до конца понятно, почему это происходит. То есть, ну, как бы, может быть, потому что масса, да, как бы вес женщины увеличивается, но там такая корреляция, что, ну, она совершенно непропорциональна увеличению. Вот, дальше.
в связи вот с этим увеличением еще тоже здесь очень много белых пятен в этих исследованиях. Почему-то, значит, вот количество бактерий, количество видов бактерий увеличивается, но при этом к концу беременности у женщин увеличивается риск заболеваний полости рта, вот пародонтит, ну, всякие воспалительные процессы. И вплоть до, ну, вы сейчас, может, подтвердите, да, это так? Да, Да? это связано с гормонами, с проницаемостью Да. сосудов. У нас Угу. было на эту тему прямой эфир с врачом-гинекологом. Она прям Угу. рассказывала по триместрам, как меняется гормональный фон. Но вот Угу. сегодняшняя встреча связана с тем, Да, что я в сторону ушла. часть моих пациенток, вот, с которыми мы прошли лечение, причем не всегда конкретно с ними, а иногда с их партнерами, не могли забеременеть и беременели. И никто не мог ответить на этот вопрос. Вот, собственно, почему так происходит. Значит, да. Пародонтитов. Значит, смотрите, есть такое понятие, которое называется семено-вагинальная единица. Это микробиота семьи. То есть это микробиота мужчины и женщины вместе. И у пар, которые живут долгое время вместе, ну, естественно, у них там есть половые связи, да, и они, допустим, пытаются, да, забеременеть, вот у них может быть какая-то бактериальный дисбиоз вот этой единицы, который может, то есть действительно есть такие исследования, и вот этот дисбактериоз, как бы влагалище, да, и, получается, половой системы партнера мужчины, он влияет. Но, да, здесь вот есть несколько моментов. Как это влияет? У нас есть три пути передачи, три пути влияния бактерий полости рта на... Ну, вот сейчас рассмотрим, допустим, микробиоту влагалища, да? Сейчас я успокоюсь, потому что я, когда нервничаю, у меня начинается вот эта путаница в мыслях. Я потому что так долго готовилась, я так хотела все вот это вот рассказать. Сейчас ну вот один из путей передачи, один из путей передачи уже, наверное, эксперта 3 или 4 его уже озвучили вслух, это что путь передачи оральный. Ну, как бы мы это не можем отрицать, да, естественно, это есть. Но, да, здесь вопрос, в какой степени это влияет. И, например, то есть я вот как, да, ученый изначально, я сразу планирую какой-то эксперимент, который можно провести, чтобы это подтвердить или как-то опровергнуть. И мне кажется, что можно взять какие-то пары, да, у которых, допустим, я не знаю, какие-то религиозные там есть моменты, да, и у них просто нет такого пути передачи, допустим, да, то есть у них есть отдельно их, как бы, получается, вот эта слюнная единица бактериальная, да, и половой системы. Вот, и тогда у нас остается два пути воздействия микробиоты ротовой полости на половые органы. Это через кровь. Здесь тоже, вот здесь как раз два пути. Первый путь, про который вот мы с вами обсуждали, что это какое-то инкапсулирование, и, значит, но есть доказанное, да, инкапсулирование, доказанная миграция из кишечника, допустим, там, в молочные железы, да, вот, ну, то, что вот я на эфире, да, рассказывала. Это взрывающая просто, да, информация. Но тогда, да, еще вот есть один момент, что к концу беременности во влагалище увеличивается количество лактобактерий, да. Еще есть информация, что, значит, да, было исследование, которое, значит, ученые взяли и
Отбирали пробы у разных людей, большая была выборка, у разных людей на разных этапах взросления. То есть это Мгм. были дети, это были подростки, то есть вот начало вот этого полового созревания, и потом это репродуктивный период, и потом это постменопауза. Значит, до репродуктивного периода в основном во влагалище у девочек это Escherichia coli, да, то есть, ну, как бы кишечные бактерии, они, Мгм. получается, заселяют влагалище. Сейчас мы там поговорим, да, как это происходит. Дальше. Откуда-то берутся лактобактерии потом в репродуктивный период. И потом в постменопаузу у женщин, да, сейчас про женщин говорим, потому что такой ярко выраженные вот эти изменения. У мужчин это сложнее, да, проследить, потому что у них не заканчивается фактически этот период. Вот. И у них опять лактобактерии куда-то исчезают, и опять возвращается вот эта Escherichia coli. Но она уже там может, да, кишечная палочка может вырасти уже, да, то есть как бы Мгм. лактобактерии, их количество уменьшается, понятно, у нас pH меняется, и Escherichia coli опять может там вырасти. Но как она туда попала, и как туда попали лактобактерии, которые заселили в репродуктивный период, да, уже там мама не кормит молоком, да, ну как-то они туда попали. Вот, это большой вопрос. И если, допустим, они попали из кишечника, тоже есть такие данные, это только-только начинает появляться информация. А, на русском языке вообще ничего, вообще. Я все перекопала просто. Вот, если они как-то туда попали, да, то, Мгм. во-первых, почему этот процесс должен быть однонаправленный, да? Почему, если у нас эти бактерии в капсуле мигрируют из кишечника в половые органы, почему они не могут, например, мигрировать обратно, да? Это вопрос. Дальше, почему, если из кишечника они мигрировать могут, то из ротовой полости они не могут, да? То есть это же тот же самый процесс, клетки те же самые, там, да, точно, ну, фактически такая же слизистая, просто путь немножко дольше. Вот, поэтому, да, есть вот такой вот момент. И, соответственно, если у нас есть дисбактериоз кишечника, и эти бактерии мигрировали во влагалище, может быть дисбактериоз влагалища, который уже не даст забеременеть. То есть есть такие исследования, которые показывают влияние дисбактериоза как мужчины, так и женщины Мгм. на вот эту нефертильность. Ну, потому что идут воспалительные процессы, и у женщин, например, идет заселение не только нижних частей половой системы, но и верхних. И показано уже, что во всей половой системе, в каждом органе есть своя микробиота. Есть нормальная, а есть патогенная. А вот как вот провести вот эту вот разницу между нормальной и ненормальной микробиотой? По факту, ведь если мы начнем изучать информацию, ну, как бы плохие бактерии, они есть абсолютно у всех, но заболевание Мгм. вызывает чаще всего именно количество вот этих Мгм. поступающих Мгм. и состояние организма. Ну, вот как вы сказали, там, во время Мгм. беременности, Мгм. беременные более склонны в Да. последнем, там, в третьем триместре к возникновению пародонтита, чем в начале беременности. Ну, потому что проницаемость сосудов другая. Мгм. Мгм. Вот, и вот такой вот вопрос. Какая организму разница, какие бактерии? Ну вот, ну, я прошу прощения за это высказывание, это будет, наверное, не очень этично с моей стороны, но вот есть семьи, в которых там употребляют алкоголь в большом количестве. Но там далеко не здоровые люди, у них тоже есть некоторые сложности там с гигиеной, с той же самой, но они там умудряются там рожать 3-5 детей. То есть вот в какую сторону должен измениться микробиом и что значит, вот, я, наверное, сложный, да, вопрос задаю, Нет, нет, плохой все хорошо. микробиом именно для вот того, чтобы стать родителями. Мне кажется, что это
Смотрите, здесь очень много зависит. Вот есть такое понятие метаболическая гибкость, да. Мгм. Вот мы можем, наверное, провести аналогию там, с каким-нибудь раком. Да? Есть люди, которые работают на вредном производстве, и они просто не выдерживают по здоровью. Да? А есть люди, которые работают там 50 лет на шахте, и они не заболевают раком легких, потому что у них просто другое здоровье. Да? Или вот, например, про зубы, да, тоже в одной семье, я, извините, лезу, Да, значит, не, да, нормально, мы уже про это да, разговариваем. да, да. Вот, ну, насколько, да, если я правильно понимаю, в одной семье могут быть одинаковые привычки, дети одинаково чистят зубы, одинаково питаются, да, но у них разные зубы, например, да, по устойчивости к кариесу, допустим, да, или каким-то воспалительным процессам. Вот, это вопрос, который, конечно, требует очень большого изучения. И, например, мы можем тоже сказать, что там раньше люди были более здоровые, да, что, или вот, например, там мне кто-то рассказывает, вот у меня бабушка пьет, выпивает рюмку коньяка каждый вечер, да, и ей там 96 лет, у нее нет ни одного хронического заболевания, да. Это, конечно, влияет генетика, да, есть сейчас такая наука, которая называется эпигенетика, и генетики говорят, что только 30% того, что с нами происходит, заложено генетически, то есть вот это то, что унаследовалось от родителей, там, бабушка, дедушка. А 70% это влияние окружающей среды, на нас 70% нашего генома. То есть на геном у нас влияет все, что с нами происходит. Вот. Дальше это, да, индивидуальная метаболическая гибкость, то есть это индивидуальный обмен веществ, даже рождаются, если однояйцевые близнецы, они все равно чем-то отличаются друг от друга, у них будет разный микробиом, и чем старше они становятся, тем он будет еще сильнее отличаться. Про вот влияние алкоголя, мне кажется, что как бы так, да, тоже покорректнее выразиться. Ну вот мне кажется, что для того, чтобы быть уверенным, да, что женщина родит здорового ребенка, я думаю, что лучше никакие вредные привычки не иметь. Вот, Ну, потому да, что, вот со здоровым ребенком, да, способность забеременеть есть, а вот про здоровье ребенка это, конечно, отдельная тема, потому что да, у алкоголиков реально очень плохие зубы. Это я как стоматолог-пародонтолог каждый год говорю, что да, очень потому что плохие зубы. снижается Не иммунитет, сразу, но да, да, со временем прям очень плохие, и прям да. вот начинают рассасываться кости, и прямо они выпадают. Вот, Мгм. даже если нет кариеса на них. Мгм. Ну вот А, вы меня сейчас тоже поддержите. Есть еще алкогольный фетальный синдром, да, это вот это волчья пасть, заячья губа, но это мы совсем ушли в сторону, да. но тем не менее это уже признак того, что при беременности было токсическое воздействие на организм ребенка. Вот, поэтому так, давайте, да, значит, как отличить, да, и вы спросили, какая разница, как организму, да, здоровая микробиота Да. или нет. Во-первых, бактерии выделяют гормоноподобные вещества в наш организм. Если у нас все хорошо, здоровый микробиом, эти бактерии, хорошие наши как бы друзья, они выделяют вещества, которые похожи, ну, биохимически похожи на серотонин. И тогда у нас хорошее настроение, и, в общем, мы прекрасно себя чувствуем. Мы меньше подвержены стрессу и все такое. Если у нас патологическая какая-то микробиота, мы сейчас говорим про кишечник, да, потому что изучен момент влияния именно кишечных бактерий на настроение и на работу нервной системы. И также еще изучен
изучено влияние микробиоты кишечника на дегенеративные болезни нервной системы. То есть есть связь между патогенной микробиотой кишечника и ранней болезнью Альцгеймера и депрессией. То есть вот я сейчас сказала про серотонин, да, значит, при патологической микробиоте серотонина не выделяется, и вот эти бактерии, они выделяют вещества, которые ну, то есть это тоже какие-то нейромедиаторы, которые заставляют нас есть сладкое. То есть патологическая микробиота, она питается вот этими короткими, да, в общем, моносахаридами, глюкоза в основном. Фруктоза не уверена, но тоже очень фруктоза не очень полезна. Вот. Полезные бактерии, они питаются длинными углеводами. То есть вот клетчатка – это их лучшая еда. Поэтому чем больше мы едим овощей и меньше едим рафинированного сахара, тем здоровее у нас микробиоты, и тем у нас будет лучше настроение, потому что у нас патологические бактерии остаются без еды, и, соответственно, их количество уменьшается. То есть их количество уменьшится до какого-то минимального уровня, но они, допустим, все равно останутся. Но количество полезных бактерий вырастет, то здесь важен не микробиотный состав, а важно соотношение. Да? Если у нас, например, во влагалище будет лактобацилл больше, чем всех остальных, то мы можем считать, что микробиота влагалища у нас супер, как бы, и может женщина очень фертильна. Вот. И есть такой способ, он сейчас как бы в стадии клинических испытаний. Это вот эта фекальная трансплантация. Да, не очень приятный момент, но тем не менее действительно показано, что, значит, людям, у которых нет депрессии, то есть депрессию мы рассматриваем как заболевание, да, пересаживали вот эту фекальную микробиоту, ну, в общем, берут, очищают просто бактерии, пересаживают, вот, и действительно у них проходило, значит, от людей, у которых нет депрессии, пересаживали через кишечник вот эту микробиоту фекальную людям, у которых есть депрессия, и у них проходила депрессия, вот. То есть это доказывает то, что действительно они выделяют какие-то вот свои метаболиты, которые влияют на наше настроение. А вот такой вопрос. Я хочу просто вот как у микробиолога вас спросить, каким образом умудряются выживать бактерии, когда человек проглатывает слюну, вот, допустим, человек с пародонтитом, да, с воспалением десен, там же pH желудка, мы знаем, равна единице. То есть это очень кислая среда, соляная кислота, она, по идее, убивает очень много токсинов. И каким образом вот из полости рта эти бактерии добираются там до ЖКТ, и оттуда уже, я так понимаю, могут мигрировать уже в половую систему. Как они вот таким вот образом выживают, преодолевают? Ну, да, ну это вопрос, на самом деле, это вопрос, но мы знаем достоверно, что в желудке есть свое сообщество бактерий. И, например, мы знаем тоже, что был же проект «Микробиом человека», да, который там типа 7 лет шел или сколько-то, изучили какое-то страшное количество людей, значит, там, со всех континентов, и выяснилось, что у 60% людей в желудке живет хеликобактер пилори. Да? Мы знаем, что там она вызывает гастриты и язвы, и что раньше лечили антибиотиками, да? Но у многих людей, у которых есть вот эта хеликобактер пилори, она живет там, и она не вызывает никакого дискомфорта. То есть она как бы абсолютно такой дружелюбный компонент вот этого микробного сообщества желудка. Но она, раз она живет в желудке, она приспособлена к этой среде, понятно, что она в этой кислой среде выживает. Как они могут, значит, проходить? Но если, например, они проходят с едой, да, слюна у нас, ну, как бы нейтральная, да, слабощелочная, да, ну, нейтральная, да, нейтральная, да. У больного человека слюна где-то 5,5, 6, 6,2, вот там.
ну, в общем, 7, да, где-то 7, да, ну, Именно еще нейтрально. здоровая, Да, да, да. антисемия. Мгм. Ага, вот. Поэтому, да, получается, что вот эти бактерии, которые, да, проходят через желудок и которые живут, допустим, в слюне, они приспособлены к нейтральной среде, да, и, значит, они там выжить не могут. Значит, они, если поступают с нейтральным или слабощелочным содержимым в желудок, они, то есть на них эта кислота меньше воздействует, допустим, да, потому что это все перемешивается. Очень многое зависит от способности желудочных клеток выделять кислоту. То есть если пониженная кислотность, мы уже можем говорить о дисбактериозе кишечника, да, потому что Ну, вот что, что? в состоянии стресса Да, 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 хронического да, да, кислотность снижена. да, конечно, конечно, да, 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 есть очень, очень, конечно, уже доказано, да, что влияние стресса, то есть стресс и дисбактериоз это фактически вот там две подружки, да. Вот, дальше, ну вот я не знаю, ну могут они как-то так вот, если совсем, да, расширить этот момент, могут как-то, опять же, там инкапсулироваться, да, или, например, образовывать споры, чтобы пройти через вот этот желудок, да, и заселить кишечник. А, могут через кровь пройти, как Вот мы это уже для теперь... меня вообще, честно говоря, стресс, потому что, ну вот, в смысле, это взрывает мой мозг, Да. потому что я, честно говоря, мне, ну, это же, по идее, должно вызывать сепсис. Ну, то есть попадание бактерий в кровь, у нас же кровь как Конечно, устроена? да, А да, воспаление во рту, сосуды расширяются, медиаторы воспаления, ну, вот, собственно, туда поступают, капилляры расширяются, и лейкоциты да, да. туда выходят. Собственно, мертвые лейкоциты, это вот и есть вот этот гной, который Да, да, мы да. видим. Ужасно, когда его начинают выдавливать и не идут к доктору, очень долго гной в голове, это с этим ходят спокойно, и, ну, конечно, это такая себе история. Ну, вот как они в кровь попадают, и то, что их находят, эти бактерии кариесогенные и пародонтогенные в сердце, если там человек умирает от инфаркта, например, Мгм. или мне вот это непонятно. То есть, по идее, должен же Мгм. был начаться сепсис, а он не начинается. Мгм. Ну да, вот смотрите, я, например, там 10 лет назад мне на кафедре микробиологии рассказывали, что микробиота кишечника, она заселяется один раз в жизни, и больше она никогда не меняется, остается такой, и когда мы пьем антибиотики, а потом пытаемся там линоксом, да, или там чем-то другим восстановить, или там заселить заново, она просто восстанавливается наша. Сейчас, естественно, это устаревшая информация, и мы понимаем, что ну, нет, потому что мы можем воздействовать на нашу микробиоту, мы можем, да, это длительное время, но тем не менее мы можем сделать из нее все, что угодно. Мы можем сделать ее как патогенной, так и наоборот хорошей. Вот. Значит, в доказательство вот, да, миграции, да, то есть, да, мы тоже все знаем, что кровь стерильна, как же так, да, туда же мы можем сказать, что кровь, да, это шикарная среда для размножения бактерий, потому что там все есть, что нужно, вот, но, например, есть как бы случаи, например, когда, допустим, танзелит, да, и при танзелите таким уже как бы симптомом хронического танзелита является боль в суставах. Да? Да, мы можем сказать, что это будут какие-то там цитокины, да, там маркеры воспаления, которые пойдут именно в сустав, а может быть это не только молекулы идут. Да? И сейчас еще, значит, вот это прям супер последний тренд, значит, нутрициологии и диетологии, это, значит, синдром, господи, у меня вылетело слово, короче, текущего кишечника. Да? Раздраженного кишечника. Нет, Или нет, нет. дырявого кишечника. Дырявого кишечника, да. Я по-английски помню, а по-русски я не помню. Вот, дырявого кишечника. То есть, что это такое? Значит, между клеточками, да, внутренними клеточками кишечника у нас проходят вплоть даже до белков. То есть проходят даже большие молекулы, и маленькие, и большие, они просто проходят, значит, между клеточками и сразу попадают в кровь, да. Но, например, есть такие бактерии маленькие, да, там типа микоплазмы, они по размеру, ну, то есть они прям супер маленькие, да, там чуть больше вируса, например.
Вот. И как бы они же тоже, получается, то есть вот это, мы не знаем вот эту дырку, да, между клетками. И чем старше человек, тем хуже у него работает кишечник, и тем выше у него риск возникновения вот этого дырявого кишечника. То есть практически у всех пожилых людей у них вот эти вот есть прохождение. И это значит, что также через кишечник у нас может пройти и бактерия, и тоже мигрировать по крови и куда-то там попасть. Куда